Приветствую вас. Меня зовут Ирина. Сегодня у нас пришел запрос с вами на новые отношения, на вашу любовь. Давайте посмотрим. Вот. Видите? Это вы, прекрасный, как этот цветок. Вы открыты к новым отношениям. И сейчас мы посмотрим, что это за человек вас ждет. Сюда ее поставим. Сейчас посмотрим сначала вас, как вы себя чувствуете на данный момент, кто вы. Давайте сразу несколько карт. Да, рада приветствовать такую прекрасную женщину в своем сеансе. Посмотрите. Итак, вы прошли большой путь. Вы сейчас в ладу с собой. Вы зрелая личность, неважно по годам или именно внутренность. То есть вам может быть и 30 лет, и 55. Здесь показывается ваша внутренняя сила. Вы настолько уже проработали себя и изучили себя, что вы доверяете себе. Это доверие себе, миру, доверие всем своим урокам пройденным. Это дорогого стоит. Вот эта позиция, она очень гармоничная к миру. Даже здесь вот восьмерка, знак бесконечности показан. Это то, что приближает нас к такому вселенскому космическому сознанию, к единству с миром. И это вы. Дальше у нас идет подтверждение в материальном мире. Вот это ваше внутреннее состояние, оно дает вам сейчас возможность реализовать себя в этом мире. У вас есть помощники, как духовного плана, так и физического. То есть у вас есть люди, которые вам помогают, есть высшие силы, которые вам помогают. У вас есть энергия, заряженная на успех, на позитив. Вы знаете, чего вы хотите. В то же время вы не жесткая. То есть здесь да, как правительница, королева. Вы не жесткий правитель своей жизни, а вы мудрый правитель. То есть здесь показывается, что вы знаете цену своим решениям. Да? Вы не будете рубить с плеча, вы будете сажать те семена, которые принесут плоды, которые созидают, а не разрушают. Вот это ваши сейчас основные качества. И здесь у нас идет тоже подтверждение. Смотрите, прямо карты дополняют друг друга, да, перетекают одна в другую. И здесь идет то, к чему вы стремитесь, то есть ваше устремление на данный момент. И с позиции правительницы, да, как владычицы, хотела сказать, стать. В хорошем смысле, конечно же, императриц. Это то, когда уже ваши посаженные зерна ваших намерений светлых и заряженных вашей энергетикой, вашими наработками, проработками, они дают уже плоды, которые можно дальше будет. Вот как здесь, да, здесь были семена, ростки, здесь уже они дали зерна, а дальше из этих прекрасных золотых зерен можно печь хлеб, можно что-то сотворять новое в этой жизни. Также вы стремитесь к усилению вашей связи с вашими духовными наставниками, высшими силами, которые вам помогают. Вы уже их чувствуете, возможно, обращаетесь часто к ним.
а может быть и не часто, но они хотели бы, чтобы чаще вы это делали, вот этот канал налаживали. И есть у вас желание обрести какие-то знания тайные, не, не в том смысле, что какие-то сакральные, да, хотя вы и не против этого. Знания скорее, как стать целостным, изобильным человеком в этом материальном мире. То есть знание о том, как соединить духовное с материальным. Такая задача масштабная задача вашего воплощения. И вы прям уверенно идете к решению этой задачи. То есть вот-вот вы уже сможете ее решить. Так, вот такая у вас позиция сейчас. Давайте теперь посмотрим. Все-таки запрос у нас на любовь, на встречу вашего человека или раскрытие существующих отношений в паре. Потому что вот это новое чувство любви, оно может как зародиться в чем-то новом, так и получить такую новую ветку реальности в существующих отношениях. Поэтому кто уже в паре, тоже примерьте на себя этот расклад и посмотрите, как он будет отыгрываться в вашей жизни. Итак, ваш мужчина. Давайте посмотрим, есть ли он уже в вашей жизни. Да, он есть в вашей жизни. То есть либо это, ну здесь уже показано как свершившееся событие. То есть, возможно, вы только его встретили, только познакомились с ним. Или это уже семья. То есть здесь карта она может показывать и семейную такую уже сферу, да. То есть либо, опять же, мы говорим о текущих отношениях, которые выйдут на новый уровень, как вы хотите их вывести на новый уровень, потому что вы-то меняетесь. Посмотрите, как прекрасно вы трансформируетесь. И вы заслуживаете того, чтобы ваши отношения также менялись. Либо это вот-вот произошедшее, или на днях буквально произойдет вот эта встреча, да. То есть здесь показано, что, ну, практически вы уже знаете этого человека. Так, ну, давайте посмотрим, что это за человек. Покажите нам, какой он. Путеводная звезда ваша, да, хочется сказать. Это тот человек, перед которым вы сможете обнажить свою душу, перед которым вам не надо будет прятаться, прятать себя настоящую, какой бы вы ни были. Если вы хотите быть яркой и проявляться, он будет в вас видеть ваш огонь. Да? Если вы хотите быть тихой, такой мягкой, то он будет видеть вашу чистоту. То есть какая бы вы ни была внутри, ваша вот эта суть настоящая, она будет этому человеку нравиться. Он не будет пытаться из вас сделать кого-то другого, да, там, не одевайся сексуально, например, или не пой, не общайся с теми-то людьми или с такими. То есть нет никаких вот этих вот 3D ограничений. Здесь нет. Здесь идет такая духовная, космическая связь. В то же время связь на таких глубоких эмоциях. Имеется в виду душевная близость. Ну, можно сказать, что это ваша звездная пара. Так, и какие будут ваши с ним отношения? Давайте сразу уточняющий вопрос. Угу. Отношения с этим человеком, они буквально перепишут все ваши прошлые сценарии с вашими мужчинами. То есть как будто бы вот их и не было, как будто это будет, как будто вот в другой жизни было. Знаете, все, что было до этого человека, оно перестанет иметь значение.
все ваши боли, травмы, расставания, переживания, оно останется вот действительно как будто в прошлой жизни. И то, что вам откроется с этим человеком, это уже будет совершенно новое. Это как новый мир. Он вам подарит новый взгляд на мир. Мгм. Так, что еще хочется уточнить? Давайте, спрашивайте, что вы еще хотите узнать о нем, о ваших отношениях. Кто-то говорит, когда уже, как это скоро произойдет, да? Ну, говорят вам, не спешить, расслабьтесь и получайте удовольствие, что называется. Оно уже прописано. Посмотрите, это уже прописано в материальности. Это уже даже не в тонком плане. Это прямо здесь воплощается в вашей жизни. Поэтому не спешите. Просто отдохните, релаксните. Самое лучшее, что вы сейчас можете сделать, это позаботиться о себе. То есть дать себе вот этот заряд, чтобы выйти вот в эту вашу позицию. И тогда эта встреча или это развитие, оно станет возможным. Потому что этот человек, он притянется на вашу новую энергетику. Когда вы такая, тогда он приходит. Да? Поэтому дайте себе время сейчас. Дайте себе даже не то что время, а заботу в моменте. То есть кому-то даже дня будет достаточно, чтобы пройти вот это внутреннюю гармонизацию. Например, что-то новое, пойти позаниматься танцами один раз, да, или пойти в какой-то спа-центр, или окунуться в реку, в холодную, например. Вот что-то такое, что прям вот будет новизна и такое новое состояние вам даст. Приятно. Это должно быть что-то приятное для вас. Так, мы вот сюда вот это положим, чтобы вы не забывали. Не торопитесь, не спешите. Все произойдет в нужный момент. Так, что еще хочется уточнить? Давайте еще что-нибудь про этого человека расскажите нам. Какие-то подробности, да? Что еще мы хотим о нем знать? Угу. Смотрите, если это речь о существующем вашем спутнике, то здесь появятся более гармоничные взаимоотношения с вашими детьми. То есть, например, если ваш муж не включался как-то вот в семью, в семейное такое общение, в игры с ребенком, то он прямо вот как проснется, пробудится, да, вот к этой прекрасной энергии, к семейной вот этой радости. А если это новый ваш спутник, да, которого вы встретите, то это прямо очень серьезная позиция. То есть здесь идет речь о создании семьи, о детях, ну, то есть, можно сказать, любые ваши самые смелые фантазии вы с ним можете воплотить. Любые абсолютно. Это и создание семьи, и рождение детей, и переезд в другие страны, к солнцу, да, к теплу, ну что-то такое тут идет. Это, ну, принц на белом коне, так его назовем. Так, давайте вот мне все-таки хочется уточнить, что еще вы можете сделать, чтобы приблизить вот этот момент и вот это состояние для этой встречи. Что вы еще можете сделать? Вот в данном случае, в нашем раскладе сегодня, здесь идет что-то о переоценке ценностей, каких-то традиций, прошлого опыта. Даже с родителями какая-то связь есть. То есть это что-то, что уже заякорилось в этой материальной реальности вашей, и что-то вы должны принять. Смотрите, если есть какие-то претензии там к родителям, да, к их или к их отношениям между собой, вот, просто примите их как то, что уже случилось, свершилось, произошло, и то, что на вас не влияет. У вас свой путь.
Но вот это принятие, оно даст даже принятие с благодарностью. Тут идет какой-то такой посыл. Вот это принятие с благодарностью, оно прям многократно усилит ваше становление вот в эту позицию. То есть это буквально как топливо подкинет, да, вот этот огонь вашего развития, вот это принятие с благодарностью. Обратите на это внимание. Угу, вот здесь мы это положим. Так, что... Давайте посмотрим еще на развитие ваших отношений с этим человеком, с этим мужчиной. Давайте хотя бы на ближайшие полгода. Вот так сделаем. Нет, не показывают нам, смотрите. Вот насколько интересно, конечно, сейчас проявляются энергии, да, когда мы хотим по старинке что-то подглядеть, что-то там, дорожку себе подстелить, да, соломку. А высшие силы говорят, нет, не надо, живите в моменте вашем, чтобы вот это не пропустить, да, не заглядывайте дальше вперед. Чем полнее вы будете проживать настоящий вот этот момент, тем более прекрасно оно все будет разворачиваться. А когда мы своей ментальностью хотим прощупать вот эту зону безопасности, да, по старинке, то, что тут показывает, что это прошлое, какие-то мысли, они уже не актуальны. У нас вот путь открыт вперед, видите? Но мы вот по старинке немножко, как привыкли вот так делать, вот так и делаем. Но нет, говорят, не надо. Хорошо, поняли? Так, ну давайте. Что еще вы хотите узнать? На какое имя, да, какое, как его будут звать? Кто-то говорит. Ну, здесь, наверное, нам не покажет имя. Давайте хотя бы образ какой-то. Образ. А может быть на А. Смотрите, мне почему-то буква А тут видится. Ну, проверьте, потом напишите в комментариях, как у вас это проигралось. Ну что, так, если мы будем говорить о знаках зодиака, например, да, то это земной знак будет, какой-то один из земных знаков. Это человек, который знает, чего хочет, который уверенно стоит на ногах, у него есть бэкграунд такой большой, позитивный, он не состоит в каких-то там сомнительных историях. Это человек, у которого есть связь с землей в духовном плане, в материальном плане. То есть это человек, который прямо вот у него энергия через ноги идет, да, вот у него такая прям крепкая связь с землей. Также у него хорошая такая устойчивая позиция финансов, в материальном плане. Есть цели, есть, но все-таки есть такая некая отстраненность от мира, да, такая в таком положительном ключе, я бы сказала. То есть это не тусовщик такой, не такой повеса, гуляка какой-то. Это такой человек, который ценит пространство свое, ценит пространство своей семьи, своего мира. Он туда не будет пускать кого угодно. Он будет только то, что ему подходит туда пускать. То есть можно сказать, что это замкнутость, но в то же время это сила, это позиция. Это его позиция такая в мире. Она достойна уважения на самом деле. Вот такой вот прекрасный, мне кажется, человек. Надежный. Да, идет тут надежность, верность. Вот такими качествами он обладает. Давайте еще посмотрим совет тогда от высших сил на вот эти ваши отношения новые. Да, пусть ангелы, ваши ангелы, ваш или вашего этого мужчины дадут вам какую-то еще подсказку.
Мгм. Да, действительно, так и повторяется совет от карт здесь, да. Ангел Вселенной. Это вас призывают расширить свое мышление. Вот то, куда вы шли, то, что вы делали, это все верно, это все правильно вы делали. Когда вы прорабатывали себя, когда вы учились на своих ошибках, когда вы там спотыкались, но опять шли в доверие себе и миру, это все так, все верно. И это вот это ваше состояние, оно и расширяет ваше сознание, и вы становитесь заметнее для этого человека. Он просто на абы кого не посмотрит, да, вот этот человек, он притянется именно на ваши расширенные вибрации, на вашу вот эту внутреннюю силу, внутренний статус, на ваше знание, на вашу красоту вселенскую. Ну, такой вот божественный союз. Ну что ж, благодарю вас за расклад. Напишите в комментариях ваши впечатления, ваш настрой. Смотрите, вот нашей вот этой неделе, она прям очень мощно энергетически. И такой вот прекрасный расклад пришел к нам. Напишите ваши впечатления и желаю, чтобы он проигрался для вас наилучшим образом. Благодарю вас.